Всем привет, с вами Оля. Перед тем, как вы приступите к просмотру этого видео, мне хотелось бы сказать несколько моментов. Во-первых, относительно качества видео и звука. Вы по-любому обратите на это внимание, что звук и картинка скачут. Видео я снимала на телефон и на видеокамеру, которая была новой, я еще не знала ни качества видео, ни звука. И перед тем, как начать снимать, я не отрегулировала громкость и микрофон, я еще толком не понимала, как он работает. И оказалось так, что на некоторых видео он вообще не работал, или, допустим, меня слышно слишком громко, а другого человека тихо. И получается, что звук скачет. Простите, пожалуйста, что так получилось, я постаралась по максимуму отредактировать так, чтобы ушам было комфортно это слушать. Уже разобралась с тем, как это нужно снимать, а в следующих видео такого не будет. Второй момент, я хотела сказать о своем госте, которого зовут Климо. Он француз, и он не очень хорошо говорит по-английски. Он может выразить свою мысль, но иногда он допускает ошибки или излагает свою мысль немножко по-другому. Поэтому я постаралась написать субтитры так, что было понятно, что именно он хотел сказать. И, возможно, в некоторых моментах ему не удавалось выразить мысль свою так ярко и так красиво, как он бы хотел, просто потому что лимит, да, того, что он может сказать. Но это был такой пробный вариант, и я долго думала, выпускать ли мне это видео, просто потому что я очень переживала из-за звука, но решила все равно выложить, потому что это то, что нельзя переснять. Подумала, что все равно, наверное, будет интересно посмотреть, как француз провел свои выходные в России. Надеюсь, что вам все равно будет интересно смотреть. Пишите свои комментарии и ставьте свои лайки, потому что это его первое видео, вот, поэтому ему будет очень приятно, и вы поставите ваши лайки. Все, приятного вам просмотра! Добро пожаловать в апарт-отель. Это я после душа. Сейчас мы заходим в душ. В целом, я в восторге, и выглядит все так же, как и на картинке. Что мне нравится здесь больше всего? Во-первых, это минимализм, здесь нет ничего лишнего. Все очень аккуратно, есть все, что надо. И, конечно же, очень большая кровать. Для меня это супер важно. Такая есть картина. И давайте посмотрим с этой стороны. Но помещения вообще достаточно. То есть мне пока что придраться не к чему. И я буду на 13 этаже. Вид тоже неплохой, я бы сказала. Я люблю на высоких этажах. Сегодня у меня такой стиль natural. И сейчас мой заветный гость приедет, и вы с ним познакомитесь. Кстати, я буду говорить на английском, и вы здесь увидите субтитры. Послушайте мой английский язык. Кстати, я в последнее время на нем очень редко говорю, только на своих занятиях, но занятия у меня сейчас тоже редко, буквально раз в неделю, поэтому, возможно, будут какие-то тупники. По-моему, здесь еще реконструкция, кстати. Короче, сейчас мы пришли в Спас на Крови и хотим проверить, можно ли туда зайти. А вот я уже вижу, что входа нет. В общем, сейчас спросим, насколько он оценивает Спас на Крови. Но выглядит шикарно, несмотря на то, что здесь небольшая часть на реконструкции. It's your turn to say, what do you think about savior on the spilled blood? Spilled blood. Okay, I'm here, stand before the savior of spilled blood. It's pretty nice. It's You're gonna say it's pretty nice about everything you Yes, see. I'm gonna say it's pretty nice. Because it's pretty nice and it's huge and full of color. We don't get the inside yet, but I'm sure it's gonna be awesome. We will not, because it says We will no not? entrance. No. No entrance? Why the people entrance then?
if we can't entrance. We cannot enter the building. Ah, okay, so I'm disappointed. So it's not that nice. Okay, let's rate this out of 10. Let's rate. I think it's 8. 8? Yeah, 8, because we can go inside, so it's not a 9, but from outside it's very nice. So I think yes, 8. Короче, мы ошиблись, и мы идем узнавать, сколько это стоит. Так что сейчас будет новая оценка. И как обычно ему что-то предлагают. Слава богу, вначале сам сказала, ни с чем не соглашайся, иначе мы бы уже за все фотографии, за все предложения оплатили. Все нормально, мы совсем разобрались. Стоит билет 450 рублей. Единственное, что я туда не пошла, не хотела, если честно. Вот. А ему, мне кажется, будет в самый раз посмотреть. Я думаю, что там очень классно. Поэтому я сейчас в ожидании. Я еще только что поняла, что я словила такой туристический вайб. Хоть я и не путешествую последние 3 месяца, мы будем ходить по туристическим местам, даже в тех, в которых я никогда не была. И, наверное, бы не пошла одна. А сейчас как будто есть повод сходить, и на самом деле столько классных мест. Ну, по крайней мере, вот мы уже были в одном месте, вот bookstore, очень красиво. Там можно посидеть, попить кофе, и вид на Исаакиевский собор. Вообще просто волшебно. И еще такой новогодний мут, все так красиво украшено. И вообще я прям очень довольна. Ну, и он вроде тоже. Также мы побывали в Гранд Отель Европа. Это самый старинный 5-звездочный отель в Санкт-Петербурге, который был построен в конце 18 века. Нам показали пару номеров с антикварной мебелью, а еще угостили шикарным завтраком. Alright, first impression of first day in St. Petersburg. It's very nice. It's not that cold, actually. With good clothes, it's okay. City is very beautiful. We walk a lot. Maybe it's the bad part of the things that we walk a lot. But there is some metro to get fast. Things I really like the big mall with all the restaurants. Gallery. Gallery with all the restaurants is really amazing. Other things, the architecture is very pretty. A lot of color. Very impressive. Look at me. I'm here. Imperium was really cool. Nice people, nice place. Okay, follow me, I am the guide. This is a huge palace. What's the name of the palace? This is the palace of Russian Palace of St. Petersburg. It's been built in 2021 by a great architect named Sergei Pavlovsky. You see the huge amount of gold anywhere, everywhere, because he liked gold. Just for that. Come on, follow me for the rest of the tour. Thanks, it's free, guys.
the cheapest guide in the You're free guide. all museum in Russia. You're not impressed? I'm pretty impressed. You didn't say a word about that. Like what? It looks like my old apartment, but better. So where we are? We are now in the beautiful place accessory to eat. Russians have this kind of drink when they are eating. What kind of drink? For the wine, the white, the red, the rosé, the champagne, and sometimes for the water. Please, this one. The famous plate of Elizabeth II. She used to eat her rice in this plate and her meat in this one. Мы только что вышли из Эрмитажа. Это был, кажется, мой 3-й или 4-й раз. И на самом деле каждый раз, когда я туда прихожу, у меня постоянно разные эмоции. В этот раз почему-то, как будто я больше осознаю, не знаю. Особенно я бы сказала начало. Первые несколько комнат. Вообще, я была в полном восторге. Каждый раз я прихожу, чтобы фотографировать, хотя, казалось бы, уже была, уже видела. Ну и, конечно же, мы не обошли все, мы прошли часа 2, ноги болят, спина болит. Сейчас мы спросим нашего гостя оценить, насколько ему понравилось. How much you liked it? Yes, okay. It was really nice, very big place, very huge place with a lot of art. We met some old people on the chair, and and it was a little bit exhausting. We walked a lot for 2 hours, but in so many things and so other many things to discover later. Because in just one afternoon, in 2 hours, it's too late to see everything. There is too much. But it's a very nice place. You absolutely have to do if you come in St. Petersburg or in Russia. It's the beautiful place in St. Petersburg, I think. It's all for me. Thank you. Now the Out of rating- 10. Out of 10, it's a 9. It's 9. Absolutely 9. Not a 10 because we always can do better. We're never gonna be 10. Yeah, never gonna be 10, but absolutely 9. Absolutely. Is this the best place so far? Yes, it's the best place. Yeah? Yes. And just up Okay. there, it's the Emporium. I really like this place. Okay. Oops. So now we are on the way to Emporium. Yes, of course. We need to go to Emporium. Okay. It's very good. Yes? Not too sweet? No. Perfect? Yeah. I didn't expect this texture. I thought it was like more donuts. But it's a little bit like elastic.
Yeah, it's different taste from donuts, but it reminds you a donut. Let's go closer. Wow, it's like in the movie, like in Cinderella, Ah, when she come in her car. The same. so this is our last place in St. Petersburg. Yeah. The last? The last day, the last place to eat some international food. And go to Moscow. And we moved to Moscow. So you told me that this is your favorite place so far. Yeah, difficult to say. Maybe it's my favorite place. Why so? Because I like this quiet place. Like it's like a huge park with a lot of snow, not a lot of sound, and it's very quiet and chill, and I really love it. Yeah, it's amazing. It's a really nice place. Oh shit, it's difficult. Look at this. It's like a fairy tale. And I think it's also great that we have so much snow. Yeah, It makes like a winter fairy tale. yeah, winter fairy tale.